Добрый день, дорогие друзья, дорогие слушатели, дорогие смотрители, дорогие сопереживатели. Я рада приветствовать вас на моей программе «Честь, достоинство и справедливость». У нас сегодня в гостях замечательный человек, очень, очень многопрофильный человек. Сергей Валерьевич, вы знаете, я думаю так, Сергей Валерьевич, М. зачем я буду рассказывать про вас, когда вы можете сказать про себя в нескольких фразах ярко, выразительно, сочно и информативно? Серьезная задача, непростая, сразу скажу, но я постараюсь. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз здравствуйте, уважаемая Ольга Мироновна. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Хочу прям с первых слов поблагодарить вас за возможность в вашей студии, в вашем присутствии и на такой программе выступить. Даже само название программы, оно ярко, кардинально отличает, скажем так, от всего эфира. Мало таких, это или пусть говорят, там, или там много таких, но где мы слышим справедливость, честь, это Достоинство. Да. достоинство, да, извините, это очень ко многому обязывает. Несколько слов о себе. Юрист, адвокат, специалист в сфере государственного муниципального права и государственного управления Мгм. с опытом работы в структурах государственной власти порядка 15 лет, с Мгм. опытом работы в корпоративном сегменте на руководящих должностях, ну, на очень крупных проектах. Не буду подробно останавливаться, но скажу, что, например, зам директора предприятия с количеством сотрудников более 5000 человек, такой опыт у меня есть. Это очень важно, потому что нужно знать коллектив, нужно понимать его Ну, цели, задачи, мгм. нужно уметь мотивировать. Это так. И в том числе одна из задач, которую мы сегодня будем обсуждать, это вот что такое человек, как его мотивировать и как обеспечить его качество жизни. О, И почему это у нас не получается, а у нас не получается. У нас, я имею в виду Россию, мгм. в целостной модели России от правительства и Москвы до самых до окраин, как Мгм. говорится. От добрых пожеланий, от добрых намерений мы как-то остаемся временами, вернее, даже очень часто, к сожалению, на чисто теоретическом уровне. Мы говорим, поднимая вот такие проблемы положения человека в городе, на селе, на производстве, в быту или где-то, мы говорим об этом человеке, не представляя себе, что есть на самом деле окружение этого человека, каково ему живется, попросту говоря. И да, но я хотела только добавить к вашему самоопределению, которое вы по моей просьбе произнесли и познакомили слушателей. Насколько я понимаю, у вас вы и юрист-международник. Да. Вот об этом тоже было бы интересно Ну, услышать. здесь могу сказать, что тоже квалификация или часть моей квалификации — это сопровождение крупных инвестиционных, международных инвестиционных проектов Мгм. с участием зарубежных корпораций. Это уже в этом сегменте это инвестиционный процесс международный, Так. это защита прав инвестора, Мгм. это гарантии безопасности и возврата инвестиций и государственная поддержка инвестиционной деятельности, если проект реализуется в России. Ну, отчасти, может быть, и в других странах, как-то, например, в Индии Мгм. есть квалификация работы, чтобы обеспечить господдержку проекта в Индии. Вот. В Арабских Эмиратах. Ну и в Китае сам Бог велел, потому что с Китаем я работаю уже больше 20 лет. Мгм. Есть масса накопленного опыта, реализованные проекты. И не сочтите за нескромность, довольно высокий уровень квалификации. Поэтому это вот сегмент, который международный. Это дает ну, дает основание, дает квалификацию для оценки российской системы государственного муниципального управления, что здесь не так,
что мы делаем не так, Мгм. чтобы получить действительно развитие. То есть доктрина, документ, который мы сегодня обсуждаем, который я представляю, тут разработка моей команды, четко устанавливает и доказывает, что даже в условиях жесточайшего кризиса, там, жесточайших санкций, которые существуют в России, мы можем на примере там, конкретного региона, а это можно проецировать на любой регион, давать гарантированный рост экономики 5, 6, 8% в год. То, что мы И сейчас... вы можете, я не перебиваю вас, вы можете привести пример? Я могу в доктрине четко показано, обосновано и доказано, что мы можем это делать и каким образом можем это делать. Ура. И в первую очередь это необходимо изменение модели управления О, государственного и муниципального. Существующая модель управления исчерпала себя. Ее нужно менять. Чем дальше мы будем идти без изменений в модели мгм, управления, мгм. тем дальше мы будем уходить в кризис. Да, Ну, не тем побоюсь больше этого наш слова. корабль будет обрастать ракушечником, Да, скажем так. можно так сказать. Мгм, Да, мы тормозимся, мы сильно тормозимся. И мгм. причина этому не отсутствие технологий, не отсутствие денег, не отсутствие проектов, их множество. И того этого всего достаточно. И это доказываю. Но именно причина в неправильной, неэффективной на сегодняшний день модели государственного муниципального управления. А вы пробовали разговаривать на самом-самом высоком, ну, скажем так, максимально высоком уровне с теми лицами, которые принимают решения о том, как нам жить, как мы будем двигаться дальше, алгоритмы решения? Вы уже с ними как-то я не говорю, что вы конфронтировали, а вы уже встречались, объясняли, слышали какую-то ответную реакцию на ваши очень, я бы сказала, жгучие, беспокоящие меня слова? Я добавлю, это очень амбициозное заявление. И у многих экспертов, ученых, государственных служащих, деятелей возникнет сейчас сразу масса вопросов. Но я сразу скажу, я готов на любой вопрос ответить на любом уровне. При этом, честно скажу, самый высокий уровень обсуждения вот этих задач, это здесь мы находимся в этой студии, и самый большой человек и эксперт в этой части на сегодняшний день у меня Ольга Мироновна Зиновьева. Я Мне очень повезло, что посчастливилось, я не знаю, как сказать, да, то, что на этом уровне я оказался. Не сочтите за лесть, но я знаю, что Ольга Мироновна не просто уважаемый человек с очень яркой историей, опытом и вообще жизнью, да, но это человек, который может обратиться на любой уровень, и ее обязательно как минимум выслушают. Поэтому я надеюсь, что с помощью наших бесед, интервью, программ у меня с вашей помощью получится такая возможность диалог вести на высоком экспертном и государственном управленческом уровне. Я очень тронута вашими словами. Они, безусловно, комплиментарны. Мне дорога ваша реакция, потому что для того, чтобы начинать обсуждать серьезные темы, должен быть установлен контакт. Мы с вами его уже установили. Мы поняли, что мы можем, мы способны создать головную боль у тех руководителей, на тех уровнях, где требуется очень простая процедура — включить мозги. Работаем Абсолютно дальше. верно. Работаем дальше. Работаем дальше. Здесь я бы даже добавил или, с вашего позволения, немного подкорректировал. У нас нет задачи конфронтации, у нас нет задачи поиска виновных. На сегодняшний день есть вот эта существующая ситуация, которая сложилась, и есть понимание того, что мы заходим в тупик. Топи. Но мы знаем и понимаем, как из этого тупика выйти. И что надо сделать, чтобы быстро выйти из тупика, быстро сделать перенастройку модели.
управления, перенастройку системы, бюджетирования, программирования, смены парадигмы и качества документов стратегического планирования государственного, регионального, муниципального уровня. Это необходимо сделать, потому что мы четко показываем, где торможение, где... Вы уже ставите диагноз. Я его уже Да, поставил. Да. вот я и говорю. И именно вот сегодняшняя тема, да, это документы стратегического планирования. И Мгм. как мы, грубо говоря, этим стратегическим планированием доходим до человека или Мгм. нет? Мгм. Доходим до территории или нет? Мгм. А мы не доходим ни до территории, ни до человека. Скажу больше и категоричнее. Документы стратегического планирования регионального, странового регионального уровня Так. неисполнимы в том виде, который они есть сейчас. Цели, которые заявлены в документах стратегического планирования государственного, регионального и муниципального уровня, недостижимы в том формате, в той модели, которой они заявлены сейчас. И еще скажу более категорично, соответственно, сейчас механизм экономического развития, управления Управление. экономикой, он в ступоре. Потому что цели недостижимы, документы неисполнимы. Мы стоим, мы буксуем. И сказать, что верной дорогой идете, товарищи, сейчас пока не получается. Я скажу Совсем неверной диаметрально дорогой. противоположное. Да. Мы стоим, а где-то мы Мгм. еще идем в обратную сторону. То Вот есть знаете, тут работает инертность, очевидно. Инертность сознания, привычка к насиженному месту, привычка думать клишированно, как это свойственно большому количеству вот тех самых людей, которые засели в определенных слоях, которые принимают решения. Считается, что они принимают решения, но они не принимают. Они сидят на этих стульях, довольно уютно сидят. Не в качестве, вы знаете, тут кого критиковать? В конце концов, это же порождение нашей страны, нашей системы, это наши люди, наши соседи, наши друзья, может быть, даже. Но если отсутствует аргумент, если отсутствует алгоритм принятия правильного решения, если не договорились с самого начала о том, чего мы хотим, то есть нужно договориться об определениях, как всегда говорил Александр Александрович. Работаем. как говорят ученые, давайте определимся в дефинициях. Совершенно верно. Иначе будет лебедь, рак и щука. Вот. Вы абсолютно верно вот подметили вот эти тонкости ситуации, что да, кого-то это устраивает, а многих это устраивает, у кого-то уже в привычке с высокой спинкой кресла в кабинете со служебным автомобилем и так далее. Менять это зачем? Вдруг что-то не так сделаешь, отвечать придется, а тут все как бы работает, Мгм. претензий нет. И в этом, в том числе, заключается корень проблемы. То есть, например, берем документ стратегического планирования. Стратегия развития региона. Мгм. Не будем называть регион. Практически во всех регионах в стратегии прописана цель повышения уровня и качества жизни человека. Развитие Кто же человеческого спорить капитала. будет? Да. Зачем? Это же красиво. Дальше идет как бы исполнение этой стратегии, которая вот уже заявлена. Человек, его Да-да. качество жизни, улучшение этого постоянное. Да? Потом пошли программы. Стратегия, потом программа социально-экономического развития, а потом пошли отраслевые программы, развитие образования, развитие здравоохранения, развитие транспорта, промышленности и так далее. Там масса документов. И каждый документ в итоге получает финансирование, прописаны мероприятия, что надо сделать. Вот. И результаты. Теперь берем стратегия, социально-экономическое развитие, отраслевые программы и видим, например, программа образования. Надо еще там 1000 мест школьных. Да? Программа здравоохранения. 3000 коек. Программа развития инфраструктуры. 100 километров газопровода и дороги твердого покрытия столько-то. А теперь подходим к итогу. Ребята, а как вот это К все... реализации, да. Нет, это реализуют. Они вот проложат дороги, 3000 коек сделают, школы построят, сделают. Но, когда мы начинаем разбираться, вы построили, допустим, в регионе построили 10 школ.
А где вы их построили? То есть главный вопрос, как это проецируется на развитие территории и на конкретного Как это человека? соединяется? А вот Правильно. здесь начинается разрыв. Так. Это не привязано ни к развитию территории, ни к человеку. Объясняю почему. Построили 10 школ. А вы где их построили? Беру конкретные, там, не буду называть Ой, регион, нет, смотрите. приводите, это как раз Да, интересно. я Хочется не буду узнать. называть, зачем. Я до этого докажу. Какой регион, если нужно, пожалуйста, все сделаю. Школ 10 построено, а за последние 15 лет, слушайте внимательно, 47% школ закрыто в одном регионе. То есть было 1200, например, на 2005 год. На 2025 670. То есть, а это все сельские школы. Ох, То есть вы закрыли сельские школы, вы угробили будущее 600 населенных пунктов, а 10 школ вы крупных построили в Воронеже, в Нижнем Новгороде, там, в Липецке, где да, все и так потому что благополучно. народ оттуда поехал. Если нет школы, если нет медицинского обслуживания, дорог и так далее в селе, ну кто там будет? Нет будущего у этой территории. Да. И они приезжают потом в пригород, и бурный рост населения. Заявок на детские сады, на школы тысячи, десятки тысяч. Надо срочно строить школы. Мгм. И строят эти 10 школ, и подают это как героический, просто вот мы 10 школ построили, мы вот там нашли средства, там, ребята, Они вы что, убили. слепо-глухонемые, что ли? У них нет обратной... Слепоглухонемые, У них... слепоглухонемые, не региональные чиновники. Вот теперь смотрите пример. Приезжает губернатор на отчет президенту. И он в отчете в своем показывает, мы построили 10 школ. Но он же Путину не говорит, что я половину населенных пунктов области угробил. Да. Не показывает. Он показывает характеристики, те, которые говорят, что он хороший. Мгм. Про школы проговорили. Например, построили больницу, даже в сельской местности. Но врачей нет. Больница есть. Но человек, приходит, живущий на Ну, то территории, есть, приходит, а услугу не получает. ну, то То есть есть форма теперь, есть, но нет содержания. когда Все. мы говорим о человеке, Мгм. его нет. Он, вот это, идет отсечение. То есть Мгм. развитие территории и конкретный человек не учитывается ни в одной программе. Никак не пересекаются. Никак. Это все разорвано. Вот на этом уровне идет разрыв. Мгм. А, Ну, это И, формализм, и абсолютно. планирование заканчивается на уровне муниципального района. А вот так. В лучшем случае это муниципалитет, где 5-6 деревень или населенных пунктов. А Мгм. так это на уровне района. Но это как температура по больнице. То есть показатели на районе, они говорят про район. Но в одной деревне есть школа, в другой нету. Ну Мгм. и так далее. То есть до конкретного населенного пункта документы, программы, действия, задачи не доходят. До конкретного человека, который должен принять решение. Вот мне 20 лет, я пришел с армии, там, лет 25, мне надо строить дом, заводить семью. Да? Вот я буду здесь это делать, на своей малой родине. Мгм. Или что мне делать завтра? И я задаю вопросы местной власти, там, своему там, сельсовету, в район приехал. Ребята, скажите, что будет в моей деревне завтра, в Мгм. моем селе, в моем ауле? А Молчание в ответа ответ. нет. Причем молчание даже хуже, чем ответ нет. Потому что молчание — это у человека начинаются домыслы. Мгм. Что, слушай, а может там вообще завтра бульдозеры приедут? Мгм. А может инопланетяне... Я беру уже там бредовые какие-то мысли, но в отсутствии информации начинаются домыслы. Конечно. Домыслы всегда хуже, чем любая, Конкретного даже ответа, даже да. отрицательная информация. Да, да. Вот. А ее нет. И человек принимает решение тут же. Все, вот мое будущее, я мог его связать, свое будущее, со своей малой родиной. Я люблю эту территорию, эту речку, эту там опушку. Я здесь в детстве рыбачил, там на лошадях катался. Я хочу развивать эту свою малую родину, я ее люблю. Но школы нет, дорог нет, больница за 30 километров, и скорая ко мне может приехать через 3 часа, если грязь вообще не приедет. Ну какая тут жизнь? Поэтому я Пустыня Сахара. сворачиваюсь и еду Мгм. куда? В областной центр. В лучшем случае в район. В лучшем случае. А так, что в районе делать? Если тут одну-две деревни закрыли, район такой же будет. И Поэтому такая областной деревня не центр. одна, И как у нас известно. идет, казалось бы, с одной стороны, программу исполняем образование.
Вот, она же прописана. Ну да. У нас там прописана оптимизация. Ребят, что вы понимаете, потом типа беседуешь с чиновником, а чиновник говорит, как? Там мало людей, там в деревне 100 человек или 300. Ну зачем мы там будем школу держать? Мы экономим бюджет. Говорю, вы не экономите бюджет, вы убиваете территорию. Да, То есть программа, живем. за это еще деньги получают чиновники, премии получают. Они исполнили программу, они оптимизировали систему здравоохранения, образования там, и так далее. Ордена там еще получат. За то, что территорию вы убили, никто, первое, это нет в задачах, и этого нет в ответственности. И обратную сборку, если включить, то есть что такое обратная сборка? То есть мы дошли в исполнении программы до территории, да? Мгм. А влияние результата этой программы на территорию, ее нет. Как это отразилось? Какие изменения? Стало ли лучше человеку жить на этой территории, если вы в стратегии прописали, что ваша задача улучшение уровня и качества жизни? Звучит красиво. Проверьте. Мгм. Стало ли ему лучше жить или нет? Или вообще эта территория сохранилась как какая-то перспектива развития или нет? Не проверяется. И при обратной сборке, подходим опять к стратегии, она там за 10 лет ее срок исполнения. Прошло 5 лет. Давайте промежуточный итог сделаем. Нет. И Это не задачи такой нет. Делать итоги и проверять, как это отразилось на территории и на человеке. А, соответственно, нет ответственности. За это никто не отвечает. потрясающе. За исполнение одной программы. То есть средства отпускаются, Да. проформа все выполняется, Чиновники работают вот так вот в а поте лица. результата? Обратный. Ну, мы знаем страшную статистику, как закрываются, исчезают с территории нашей страны поселения с людьми, деревни, поселки там и так далее, и так далее. Цифры страшные, цифры чудовищные. И где-то я натолкнулась на определение: геноцид русской деревни. Страшное определение, согласитесь. И когда я вот услышала впервые, увидела впервые, вы знаете, ну, то, что волосы стали дыбом, и то, что сердце оборвалось, это понятно. Это страшное, но очень четкое определение трагедии, в которой это не придуманное, это не, как вам сказать, не на кухне где-то кто-то кому-то шепнул на ухо, а это та реальность. Мы знаем об этом, но мы это отодвигаем. Ну, в той мере, ну что а что я буду там соваться в деревню? И вот мы на следующей неделе, это я в Пандан, с нашим Зиновьевским клубом, с представителями биографического института Александра Зиновьева, мы выезжаем на историческую родину Александра Александровича. И первые, куда мы едем, в урочище Пахтино. Что такое урочище, вы знаете? Это вот как раз та беда, когда в деревне не остается даже ни одной трубы. Потому что до тех пор, пока можно зафиксировать дом с хотя бы одной печкой, с одной трубой, это еще деревня. И вот то место, где родился в свое время Александр Александрович, где родились его предки, огромная семья Зиновьевых, причем такое богатое было поселение. Теперь это называется урочище. Вот мы туда приезжаем раз в год. Я исполнила там в свое время очень тяжелое поручение Александра Александровича. И после этого мы возвращаемся, едем через Чухлому, где ему открыл памятник Салават Щербаков. Потом едем в Кострому, где у нас там будет Зиновьевский лекторий. Но я, понимаете, как вам сказать, от глубокой печали, от глубоких... Вы знаете, это слезы. Это печаль, это переживание. И об оживлении вот этой территории вокруг этой когда-то деревни я обращалась в свое время к руководству области. Ой, вы знаете, я сейчас, по-моему, буду вам мешать. Говорите дальше. Говорите. Просто всегда есть конкретный пример, понимаете? Вы поднимаете тему, на которую резонанс есть, безусловный. А резонанс — это возможность, рычаговая возможность повлиять на изменение обстоятельств. Абсолютно верно. При этом точка опоры и точка отсчета, и точка импульса развития, Мгм. эти точки, скажем так, две, да, это конкретный человек и его малая родина. Правильно? И до тех пор, пока мы не дойдем до человека и его малой родины, вот сейчас
простой пример, может быть, когда-нибудь это сделаем. Сейчас выйдем, даже в Москве, выйдем на улицу, остановим прохожего, спросим: ты москвич, москвич, ты знаешь, что в твоем районе будет в течение этого года сделано, какие изменения? Я вас уверяю, вот 100 человек остановим, ни один не скажет, что происходит, он не знает. Да. Не знаю. То есть есть генеральные планы, есть проекты там, планировки и застройки, градостроительная документация. Но люди они не знают, даже в Москве. А тем более, если мы говорим вот о стратегии, да, и будущем деревни, населенного пункта и вообще территории за Москвой, там этого нет как такового вообще, этого знания. У Даже не надо человека, доезжать до 100 километров. да, Ближе. да. И это вот один из недостатков, потому что люди не Мгм. знают, им никто это не доводит. Нормативы спускаются сверху, без учета мнения населения. То есть федералы, как, например, с документами стратегического планирования, Мгм. методику и методологию разработки стратегии, программы социально-экономического развития, отраслевых стратегий дает Министерство экономического развития, дает Минтранс Да-да. России. Да. Ровно по этим лекалам все, ну, в разной интерпретации, разной глубины, но методика, методология одна на всю страну дает Минэкономразвитие. В 2017 году Министерство экономического развития отменяет нормативы обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры. То есть они раньше существовали, причем одни на всю страну. Пусть они там, ну, не Были скажу, далеки какие-то. до совершенства, То да? есть, да, но для всей страны четко сформулировано, там, на 1000 человек населения там должно быть там один спортзал, 3 детские там спортивные площадки, парикмахерская, там 2 булочных, там бытовка, мастерская и так далее. Это было нормативы. В 2017 году Министерство экономического развития только хоп, выпускает, говорит, отменить. Живите как И, хотите, это и называется. дает право регионам самим устанавливать нормативы. То есть, с одной стороны, мы говорим, надо сплачивать страну, надо сплачивать народ, все у нас единые цели, задачи, прошлая история там, и так далее. И тут же вот этим приказом это разрыв. Один регион говорит, у нас будет 2 бассейна на 1000 человек, 8 спортзалов, там, детских площадок и зимних, и летних. Там, а другой приезжает губернатор там какой-то, а тем более варяг, говорит, сколько у нас там школ? Там утрировано 5. Пишите норматив, что должно быть 6. И за 5 или 10 лет своей службы, вот я построил одну школу, я выполнил норматив. И в одном регионе вот такая красота, в другом регионе развал и разруха. И за это никто не отвечает. Общего норматива нет. Министерство экономического развития его вырубило. Это кардинально неверный шаг, Ну, это действия. преступный шаг, вы меня простите. Ну, я бы так не сказал. А я скажу. Даже с учетом того, что я юрист, статьи нарушения закона, которые там Минэкономразвития в лице конкретного человека нарушил, ну, наверное, мы ее не найдем. Но безответственность такого шага воочию. Да это Очевидно. верховенство, Да. наплевательство, в конце концов. Полное А почему так? Потому что это абстрагирование. надо, когда есть норматив для регионов, его надо отслеживать, его надо оценивать. Да, худо-бедно, правда? И они отменили норматив, и что сделали? Рейтинги. Рейтинговая оценка. Да. Вот из всех регионов, там лучше там Москва, Санкт-Петербург, там по рейтингам. Кто рейтинги составляет? Там Эксперт РА, там ну, какие-то рейтинговые агентства. Конечно. Вот. Это же проще. Рейтинг, ну, чуть-чуть ты понизился или чуть повысился. Наличие тебя в рейтинге нет в оценке качества работы губернатора. Или главы района, или главы города. Нет. Рейтинг это вот что-то отвлеченное. И, соответственно, нет конкретных показателей, обеспеченных, конкретных объектов. Когда мы говорим опять школа, детский сад. Ну, это ясли. привязанность к ответственности. Ответственности нет. Вот. Финала этого вот, Мгм, результата, мгм, да, мгм. который должен получить, нет. И за это никто не отвечает. Вот в такой Классно. ситуации сейчас находится вся страна. Но это очень страшно. Это Это страшно. Вы Вы знаете, я скажу вот ну, так. как Мы минимум подош- скажу, это очень плохо.
А здесь еще, вот вы фразу такую озвучили, да, что все же работают, как бы работа-то идет, вроде бы как, да, Как бы. как бы. Вот Нет, и ключевое она понятие. действительно идет. Эти программы это исполняют, эти школы строят. Ну вот просто не понимая даже не задавая вопрос, а зачем, да, там, или почему, и почему вы именно здесь строите школу, а не здесь, там, и так далее. Но ее делают работу. Но буквально, я даже не знаю, как это назвать. Мы сейчас вот побеседуем, вы мне поможете сформулировать оценку вот ситуации, которую я сейчас Мгм. озвучу. Значит, Росатом выходит с инициативой так называемое бережливое управление. Причем Росатом это корпорация. Да. У них бережливое управление это что? Оптимизация процессов каких-то там, применение, там, не знаю, искусственного интеллекта, компьютеров, роботов на Ну, производстве там, и так Росатом далее. это особая система, как Они, мы это понимаем. бережливое управление, выходят с инициативой внедрить на региональном уровне. А что, 89 раз умножить и все? Внедряют, Ага. уже есть масса регионов, которые с этим работают, бережливое управление, да, и идет подмена, то есть они, подменяется государственное управление вопросом качества управления или скорости управления. Мгм. Но когда мы не знаем, вот если сюда идем, то это мы идем в развитие, а если сюда идем, то мы идем в разруху. А бережливое управление, что в этом процессе его ускоряет, что в этом процессе ускоряет. И когда у нас стратегически выбран неверный путь, то мы сильно работаем на том, чтобы ускорить разруху, чтобы Точно. ускорить, Хорошо продвигаемся, динамично, в да, неправильном да, направлении. но в обратную сторону. И Странно. это работает без видения, правильного видения стратегического государственного и муниципального управления, внедрение вот этих, причем корпоративные задачи умудрились внедрить в государственное управление. Здесь абсолютно другое. В корпорации задача, деньги, заработок, прибыль. А в государственном муниципальном управлении человек, его качество жизни, развитие малой родины. Ребят, это несопоставимые вещи. Не надо даже думать о том, что, а тем более, когда, не зная и не понимая вот этой ситуации, применяют бережливое управление, ускорение процессов в обратную сторону, мы понимаем, что... Вот как это назвать? Я даже не знаю. Я не смог это сформулировать. Сергей Валерьевич, вы знаете, я вам скажу, что сразу возникает вопрос. А судьи кто? Каким образом вот эти все огромные учреждения, огромные комитеты, огромные министерства, кем они наполняются? Кроликом и его родней? Очень хороший вопрос. Я бы не стал даже, наверное, здесь погружаться. А Оценивать, придется. может быть, если мы сможем, вот в самом начале вы сказали, да, а есть ли уже примеры диалога с Да. хорошим уровнем государственной власти, Ну, хотя бы один федеральной? позитивный пример. Приведите, расскажите. А? Вы знаете, начало работы по доктрине, оно происходило с тем, что мы взяли 5 регионов, абсолютно разных. Республику, развитую такую промышленностью, развитой сельским хозяйством, то есть многоотраслевой регион, да, многоуровневый, такой мощный. Взяли северный регион, там центральный, то есть взяли 5 регионов. Я их назову. Это Татарстан, как яркий пример республиканского такого управления, модели Да, управления да, республиканской, да, с бесспорно. хорошим бюджетом, с хорошим качеством управления. И И с даже качеством жизни. где и качество жизни, и даже где нормативы в течение последних 10 лет, они утверждены. А, вот так. Да, но они утверждены тоже до уровня муниципального района. До населенного пункта даже в Татарстане нет. Потом взяли Ямало-Ненецкий автономный округ. Там Сложный, да. дальше Воронеж, Липецк и Нижний Новгород. Липецк как, в некоторой степени монорегион, потому что там практически половина бюджета это Новолипецкий металлургический комбинат. Ну да. Вот. А все остальное уже как бы производные, да, там есть особая зона, есть технопарки, работают отлично, там стараются сильно. Вот. Но мы для чего это сделали?
постулаты, доктрины мы должны были увидеть, они работают на всех регионах одинаково. То есть в чем причина того, что нет улучшения этого качества жизни? Да-да. И мы пришли к выводу в итоге, что во всех регионах одинаковая ситуация. Богатый регион, структурированный, монорегион, северный с огромным количеством денег, то есть у ЯНАО бюджет, он, кажется, ломится, да, Мгм. в соотношении, если на жителя там считать, там, ой-ой-ой, сколько. При этом везде практически убыль населения. Причем в одном из регионов самая большая рождаемость, там, да, 5 с лишним, лучшая в России, там, и так далее. При этом минус 160 тысяч в год количество населения. Причины. Какие причины? И вот мы сделали, причем матрица исследования начиналась с 18 вопросов. Мгм. А когда мы вот погружались, у нас матрица теперь 97 вопросов. 97. Это Я огромное. боюсь, что это не последняя Может быть, цифра. да. И это исследование показало, что во всех регионах одинаковая ситуация. Следующий вопрос. Почему? Где причина? И начали исследовать уже документы стратегического планирования, а на примере одного из регионов разобрали все программы, разложили просто по полочкам, показали, что мало того, они даже друг с другом не согласованы. Стратегия там на 10 лет и такие-то параметры, такие-то бюджеты, а программы отраслевые или за стратегию уходят по срокам, или меньше, там, или она уже закончилась. То есть даже внутри бардак. Вот в этом Послушайте, соотношении нет. Не говоря уже о это том, прям что как по басне Крылова. по басне Крылова. А в самом лучшем в этом отношении регионе в Татарстане все равно разрыв на уровне муниципалитета и человека. И следующий вопрос, то, что вот вы озвучили вот перед моим этим монологом, да, а кто виноват? Да. Да. Почему такой разрыв Как происходит? говорил Сталин, у Да. каждого Кто? явления... Минэкономразвитие. Смотрим, федеральное, да? А Минэкономразвитие говорит, ребята, а мы дали поручение Институту экономики РАН, ну да. Российской академии наук, и методика и методология разработки программ и документов стратегического планирования нам дали РАН. Теоретически безупречно. Да. Но почему-то на практике Это же не работает. академики, чем мы будем спорить с ним? Да, Больше в того, самом мы деле. еще провели массу совещаний, круглых Вот это столов, ценно, вы где знаете. приглашали экспертов, и они все говорят, классная вот эта вот прям методика, то, что надо. Ну это Мы аж, ее аж отправили. как втирательство. А Это же обман. разрабатывают это, из 5 регионов 3, разработчик Леонтьевский центр Санкт-Петербурга. И все. Мы смотрим туда. Доктора наук, ученые с высочайшей квалификацией. И они это все разрабатывают за деньги бюджетов. То есть там Татарстан, я не знаю, там 70 миллионов рублей, не знаю сколько там, большие деньги. Разрабатывают им стратегию, разрабатывают им программы. Это бешеные деньги. И мы задаемся вопросом, ребята, ученые РАН, они не видят, что не доходит до территории, не видят, что обратной сборки нет, влияния результатов ваших программ на развитие территории нет, в природе нет. Их не интересует обратная связь. Вот в чем дело. А Она это вот это изначально а почему отсутствует. так? А потому что она не закладывается в программу этих исследований. Она должна закладываться в головах. Вы Структура. ученые, вы академики, вы должны, если вы пишете в первой строке программы улучшение уровня и качества жизни человека, вы же ученые, вы же исследователи, вы должны сделать и анализ, и синтез, вы должны показать в конце, где на человека это влияет. Вы что, не видите, что цель, которую вы прорисовали, ее нет? И в обратную сторону ответственности нет. Высокие лбы сидят в своих лабораториях, в своих кабинетах и выдают академические прогнозы. Они, как вам сказать, они далеки от реальной жизни. Страшно далеки они от народа. Все, мне И очень мы жаль опять произнести. возвращаемся Да. к вопросам развития. Я буду вот уговаривать вас, да, чтобы мы еще один эфир провели уже по экономическому С развитию. необходимостью. Я хочу услышать результаты нашей первой беседы. Отлично. Увидеть. Но, возвращаясь к этому, Да. ребята, мы не получим никогда экономическое развитие территории. А из территории складывается страна. Россия это не Кремль, Россия это не Белый дом, ребята. Россия это вот те села, где живут люди. Да. В худшем случае, как говорится, города, включая Москву, здесь все хорошо.
И то И то не зрителям очень, и неинтересно. не везде. Да, и то не везде. Вот. Но если мы, что сказано в вашей программе, прямо на ее названии, если мы не дадим мотивацию конкретному человеку на конкретной территории развиваться самому и развивать, улучшать свою малую родину, если мы не дадим человеку понимание собственной значимости, свободы, самореализации, возможности, чести и достоинства на своей территории, мы не получим развития, мы не получим улучшения этой территории, мы не получим развития экономики. Сколько мы не вливали денег, Да. золотом вы посыпьте, там, да, но если у человека нет мотивации, ну не заставить его работать. То же самое производительность труда. Ну, конечно. Вы знаете, Модная тема. лозунгами... Создаются центры. В Да-да. этих центрах там какие-то... Да, вы можете робота поставить, вы можете там какие-то процессы оптимизировать в производительности труда. Но я смотрю на все это. Много провел диалогов с чиновниками, которые отвечают за производительность труда, включая торгово-промышленные палаты, там структуры, которые там объединение малого и среднего бизнеса, там, они все заряжены в повышении То производительности есть труда. в их ментальных способностях сомневаться не приходится. Они все умные. Ну, я всегда говорю, ребят, я не такой умный, как вы все вместе взятые. Вот. Но я вам скажу одну простую вещь. До тех пор, пока вы не станете мотивировать человека, Мгм. пока в вашей работе, кроме оптимизации процессов, Пока вы о не придет... человеке не подумаете. Да. Все. Не будет у вас этой производительности труда. Причем в нескольких приложениях к доктрине мы тоже показываем, что, ребята, президент вот заявил, да, что нам надо за 10 лет на 10% получить рост производительности труда. Я вам докладываю, в отдельно взятом регионе дайте нам полномочия, дайте нам возможность сделать, пилотный регион, да, Мгм. за год повышение производительности труда на 10% мы сделаем. Это реально. Это реально. Да. 10 лет страна работает, но не получается. Ну никак. Повысить на 10%. Тратятся деньги, создаются специальные структуры, которые получают зарплату там за все это. Вы знаете, мне очень нравится вот это ваше движение. Оно как-то характерно, когда речь заходит о конкретных результатах, и они почему-то сталкиваются с тем, что много заплачено. Результат вот такой. Потому что буксует. То есть КПД у нас практически, как у паровоза, первый. И ваша передача, она, может быть, не осознавая сразу в своем названии, заложила вот эту парадигму будущего, парадигму цели, парадигму развития. И вот без этих 3 слов, которые этих вы заложили понятий. в программу, не будет развития, ребята, не будет. И вот под это надо выстраивать, в том числе, документ стратегического планирования. Безусловно. Бюджет должен быть. То есть у нас в любой задаче, например, муниципального развития или села, да, Мгм. начинается с бюджета. То есть у нас есть 1 миллион. Вот за 1 миллион мы что, колонку вам починим, или тротуар там где-то там подлатаем, да, или котельную вам трубу потом поменяем. Идет от бюджета. Нельзя этого, это неправильно. Бюджет, ребята, это инструмент. Совершенно верно. Бюджет это не Не целеполагание, ребята. как Бюджет верно, это абсолютно. не постановщик задачи. Нет. Это инструмент, а постановщик задачи должен быть конкретный человек на конкретной территории. Целеполагание. Вот люди вот здесь должны собраться и сказать, ребята, у нас дороги нет уже там 10 лет, школу надо ремонтировать, потому что во всех классах там крыша течет, нужен там доктор сюда и Да, так далее. да. И вот эти нормативы, то, о чем мы говорим, эти нормативы у нас должны быть. Если нормативов они не исполнены, вот есть там 50 позиций, а у нас только 3. Вот 47 позиций нам надо сделать. И сделать их за год или за 2. И по этим нормативам. И вот под это, будьте добры, бюджет дайте. И бюджет, не надо нам говорить, что у нас денег нет. Ребята, деньги есть в стране. Может быть, я скажу какую-то крамольную мысль, да, но извините, у нас есть фонд будущих поколений, да, который мы на... Есть много денег у нас в Много стране, денег. уверяю вас. И с одной стороны есть деньги,
А с другой стороны, федеральные чиновники, я тоже общаюсь с ними, они говорят: Сергей Валерьевич, уважаемый, а у нас заявок нет О, на эти деньги. То есть муниципальная власть не ведет работу с людьми, не собирает эту информацию, не систематизирует в программы да. развития и в заявки. Почему? Потому что региональная власть им говорит: ребят, денег нет и даже не думайте. Вот вам Мгм. есть миллион, вот думайте, куда вы его потратите, и нам предложение давайте. То есть здесь обрубается. То есть эти не работают, эти не принимают. А федералы говорят: у нас есть деньги, заявок нет. Мгм. То Поэтому есть отсутствие связи. одна из основополагающих вещей, то, о чем мы не говорим о экономике России, мы не говорим о стратегиях, доктринах Российской Федерации Мгм. целиком или отраслевые, там, Минтранса, там, Минпрома и так далее. Мы говорим: ребята, Россия — это регионы, Россия — это муниципалитеты. И региональная и муниципальная власть основополагающий уровень для развития. И доктрина развитие региональной экономики муниципальной и исправление региональной и муниципальной модели управления с одним но. Несколько решений должно было быть принято на федеральном уровне. Первое. Минэкономразвития должен вернуть обязательные для всей страны нормативы обеспеченности социальной инфраструктурой. Браво. Браво. И бюджет, то есть Минфин, вместе, соответственно, с Государственной Думой, потому что законы. Если норматив можно вернуть решением министра, Да. может быть, постановлением правительства, то бюджетную модель менять только Минфин, Дума, может быть, Да-да-да. даже Центробанк. Ребята, надо прекратить собирать вот этот централизованный или консолидированный бюджет. Это убийство экономики. Когда в регионе собирают все деньги в областной бюджет, Мгм. а потом раздают. Ты вот хорошо себя вел, мальчик Петя, глава района там Воробьевского. Хорошо, вот тебе 2 миллиона. А ты возмущался там, на губернатора ругался, тебе 100 Ничего не тысяч. получится. Или вообще ничего не получится. Ну, Мгм. я утрированно, но это так. Деньги должны быть в муниципалитете, деньги должны Безусловно. быть на территории, и они должны управляться Заработанные территорией. на этой территории деньги Должны должны оставаться оставаться. там. Вот. Не Правильно? надо все тащить в Москву. Ребята, оставьте себе режим необходимого минимума для решения государственных задач. Обороноспособность, границы, таможня, государственные задачи. Причем не выживание, не на уровне выживания, Там его а хватит. жизни. О И жизни. вообще, вы знаете, я вам скажу так, вот за деревьями большого бюрократического леса в виде постановлений, установок, указов, решений и так далее, забыли главное — человека. Не маленького, не Достоинство, большого, а вообще справедливость, честь. человека как такового. Собственно, ради кого и вокруг кого создается все то, по поводу чего мы с вами мы не ломаем копья. Но отвернуться от человека, забыть, что такое любовь к человеку. Работа есть работа. Но если ты ее выполняешь абы как, спустя рукава и так далее, не суть, кто будет положительно в выигрыше от твоей работы, если тебе на это наплевать, простите меня, ради бога, за простоту высказывания, ожидать чудес не приходится. Если выполнять свою работу проформа, как, что мы наблюдаем в массе ведомств, я не в качестве критиковать нечего, я констатирую как факт. Люди, приходящие с просьбой, с вопросом в какие-то министерства, они не получают ответов. Не от того, И что на там звонки никто не отвечает, я вам докладываю. О, 100-500 раз будешь звонить да, в министерство, в да, агентство. Трубки просто не берут. им некогда. И никто за это не отвечает. Совершенно верно. Так вот, до тех пор, пока мы не осознаем живую цепочку ответственности, которая привязывает закон к человеку, а человека к закону, чудес ожидать не приходится. Я вовсе не хочу заканчивать нашу беседу, живую такую. Вы потрясающий оратор, должна я сказать. Я думаю, вы не случайно избрали ваши первые профессии, то, что вы юрист, адвокат и на разных уровнях. У вас большое сердце, и вы переживаете ту тему, с которой вы сколько лет уже маетесь, мучаетесь? Непосредственно с работы над доктриной, около 2 лет. Это большой объем работы, исследовательской в первую очередь. Повторюсь, задались вопросом, почему так? Почему нет развития? Каковы причины? И действительно, эта работа, она сложилась в
модель, мы не просто мы не критикуем, мы в доктрине Ага. даем модель, ребята, что надо сделать и как надо сделать, чтобы все-таки развитие пошло, чтобы человек увидел себя, чтобы человек был мотивирован, чтобы малая родина и человек, да, вот они начали развиваться, начали думать о себе, о будущем, о своих детях на своей территории, а не рваться в Москву, в Нижний Новгород, потому что выжить можно только там. И даже там выжить, мне тоже вопрос задает Сергей Валерьевич, ну, ведь платят же деньги на рождение ребенка, там, да, на там чего-то все. Вот представьте себе, молодая семья, которая сорвалась с деревни, приехала там даже в Казань, ну, в Воронеж, на эти деньги, ну, купили коляску, ну, сняли квартиру, причем квартиру там однушка, там за 3, найти надо работу, работу, которая даст возможность Средства, да. думать о будущем, опять же, а денег хватает только за квартиру заплатить, Да? коммуналку, ну, в лучшем случае молодые, надо там где-то клуб, где-то кино, куда-то сходить, что-то одеть, что-то покушать, Это и не вот это жизнь, все, а это не это жизнь, и это вот такая существование. жизнь существования не располагает, ребята, к рождению детей. Нет, И сколько бы нисколько. вы денег не давали, до тех пор, пока вы еще раз не развернете законотворчество, нормотворчество правительственное, ведомственное в обеспечение действительно развития малой родины человека и образа будущего, чтобы человек видел, что будет завтра с ним, с его детьми и с его территорией. Вот этого, если не будет ни демографии, не будет ни развития. Вот это надо перестраивать. Модель даже, может быть, управление — это понятный инструмент, модель мышления. Вот вы несколько раз отметили, а об этом никто не думает. А им этого не надо. Может быть и так, может быть, я соглашусь. Я же не знаю, что у них там в головах, там, у чиновников, депутатов. Но если этого не сделать, развития мы не получим. Вообще Демографии никакой не будет. отсутствие живого интереса к тому, как живут люди. Не люди в качестве вот люди, которые на конюшне раньше в старину работали, да, а люди, живой человек, его семья, его окружение, образ жизни в представлении этого человека. Ну что же, каждый Его рождается... дети. И на поколение, Вот. на 2 поколения Но что, вперед. когда дети рождаются, что родители им говорят: стань мерзавцем, стань проходимцем, стань вообще, старайся уходить от ответственности. Нет, конечно. Каждый родитель ожидает, что у ребенка будет светлое, красивое, человеческое, оживленное будущее. Чтобы было будущее. А чтобы не тыкаться в платежки, чтобы не думать о том, вообще, что будет, если... Накормлю его или нет. Вот, Соберу его в школу. Хватит вот, мне денег, чтобы у него были там, не знаю, валенки, сапоги и шапка. Или совершенно нет. верно. Или буду там донашивать Вы и так знаете, далее. вот, а вот чтобы я не знаю, может быть, это какое-то у меня такое сказочное представление. Вот что бы я делала? Я отправляла бы чиновников из этих разных, очень разных ведомств в принудительную командировку в те места, где Пожить. пожить. Без денег. Причем пожить На зарплату, которая вот, там платится. совершенно, как однажды в каком-то фильме было сказано, да, чтобы жил ты на свою зарплату. Да. Так вот, пожить там и сделать керновый замер. Как врачи, когда проверяют состояние больного, у него берут какие-то анализы, да? Так вот, чтобы они провели анализ в конкретной местности на конкретную жизнь конкретного человека. Я думаю, результаты будут интересны. Могли бы быть интересными. Вряд ли это вот такая... Ну ладно, помечтаю. Это мечта, да. Конечно, никто чиновника не отправит, депутата не отправит. Вот. Не, может быть, для какой-то показухи Ой, кто-нибудь... слушайте, недавно в интернете прыгал такой маленький мотив. Приезжает депутат в какую-то местность, ну, депутат какого собрания неизвестно, но это ролик, он есть ролик. Собралась деревня, старички. И он говорит: ну на что вы жалуетесь? Вот у нас вот там плохо с дорогами или с чем-то, вот школу никак там не построят. Может быть, я какой-то этот сюжет я несколько подзабыла, но суть всегда жалобы, что что-то не в порядке. Он берет телефон, звонит, чтобы, значит, завтра была бы построена школа, строим, делаем дороги и так далее, и так далее. Прекращает разговор. Дед, который ему жалуется, говорит: и телефон у нас тут не работает.
Да, а он еще Вот скажет: и "Я команду дал". вот Да, и всё, все. ждите, всё будет, да. Вот и все. Поэтому отделываться формальными пожеланиями, лозунгами "не такое видали", да не видали мы такого. И я не хочу, чтобы мои дети, мои внуки, мои правнуки увидели такое, в чем мы карабкаемся здесь и сейчас. Хотя все возможности в наших руках. Да, Мы не зависим от этих санкций. Не в санкциях дело. И не в цене на нефть. Никоим абсолютно образом. верно. Жизнь продолжается. Мы живем в богатейшей стране, в самой богатой стране мира. Самым счастливым человеком, русским человеком, который родился здесь. Ну так отдайте ему то, что ему положено. Я не говорю о природной ренте. Такие слова, такие понятия русскому человеку были незнакомы. Но это действует где-то в Арабских Эмиратах и так далее. Отдайте, Норвегия, Дания, Европа, отдайте да. человеку человеческое. Увидьте в нем не предмет для обсуждения, предмет для подсокивания, там, цокания языком или что-то, а вы просто увидьте в нем человека разумного, которому можно все Причем объяснить. понимая, что вы не роскошь ему дали, Да нет, а конечно. это обязательно, как норматив, как вот Вот и этот все. человек должен быть уверен в себе, в своем будущем, и понимать, что есть справедливость, есть достоинство, и есть честь, Честь. которая уважаема Вот. на всех уровнях властями, и его честь и достоинство видят и уважают. И ты обязан передать своим детям, чтобы они потом, вспоминая себя, вспоминая твои деяния, не укоряли тебя за твое, ну, скажем так, не всегда продуманное прошлое. Спасибо вам большущее. Честь, достоинство и справедливость. И любовь. Спасибо вам огромное. Я очень рад нашему диалогу, нашему эфиру. И вот, что такая возможность есть. Низкий вам поклон. Что так вот это если отбросили в сторону, когда? Давайте вот когда? Когда потом? Да? Если отбрасываем. Хорошо. Я просто хочу сказать то, что СМИ, ну, например, региональные СМИ, то есть в одном из регионов 24 документа опубликовано. Да, это интернет-издания, ну, в том числе и печатные издания. Так. Тишина гробовая. СМИ. Никакой реакции. По одной простой причине. Я задаю вопрос. Ребята, что вам что-то не интересно? Ответ поразительный в своей простоте. А ты сколько нам заплатишь? И, ребят, развитие вашей территории вам не интересно для публикации. То есть это А что я буду за это механизм иметь? СМИ Да. выродились в инструмент коммерциализации. Есть эфир, вот у меня минута стоит столько. Заплатил, я тебя возьму. Что ты будешь говорить, мне пофигу. То есть это вырождение средств массовой информации. И то, что вы вот эту передачу ведете, низкий вам поклон. Вот за Огромное это. спасибо. Не потому, что вы меня пригласили, а потому, что вы эти вопросы поднимаете. Потому что ваши СМИ действительно СМИ, средства информации. Мы отвечаем. Мы должны помнить о том, что есть такие понятия, причем это не абстрактные понятия, а с глубокой ответственностью. Есть мораль. Есть этика, есть культура, в конце концов, отношение к твоей родине, к твоей стране, к тому месту, где ты работаешь, и к той ответственности, которую ты взял на себя добровольно. Я желаю вам удачи, успеха, Спасибо. только успеха. И я благодарю всех слушателей, всех зрителей. Пишите, спасибо, пишите, уважаемые реагируйте. Мы обязательно ответим на ваши вопросы. Всего хорошего. До свидания. Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм